Мне удалось заснять один из самых масштабных разгонов депозита за всю историю существования моего YouTube-канала. В сегодняшнем видосе я подробно и по полочкам разберу всю стратегию и всю суть анализа, которая привела меня к такому результату. За 35 минут торговли я разогнал свой баланс со 100 до 10 тысяч долларов. Только вдумайтесь в эти цифры. В конце видоса я также покажу вам, как вывел эту сумму целиком и полностью. Всем желаю приятного просмотра. Поехали! Ребят, наверное, вот такой формат торговли, он будет самым образовательным и самым полезным для вас. Поэтому ничего не перематывайте. В видосе я покажу, какие пары торгуются, какие пары не торгуются. И все буду показывать вам наглядно вживую. Первая сделка в шорт. Евро-австралийский доллар. Давайте покажу, что вижу на графике. Рассматриваю цену, заключенную вот в таком большом широком боковике. Вы можете сказать, что я дурак. А если я сделаю вот так, просто по центру проведу еще одну зону, то все становится логично понятно, правильно? Смотрите, множество точек касания, зоны давления, сопротивления. Здесь, здесь, здесь. Тут у нас цена чуть не дошла до нижнего уровня, теперь она его коснулась и теперь отталкивается от центральной зоны. Это первое, на что стоит обращать свое внимание при открытии вот таких сделок вот в таких боковиках. Далее, то есть, да, возможна коррекция, поэтому я открылся именно на 3 минуты. И, кстати, если вы торгуете на минутном таймфрейме, то не торгуйте с экспирацией более чем в 5 минут. Это неправильно, это некорректно. То есть, экспирация не должна быть больше, чем в 5 раз от вашего таймфрейма. Если это минутный таймфрейм, то это экспирация до 5 минут. Если это 5-минутный таймфрейм, то это экспирация до 25 минут. Понятно, да? Супер. Вот, с этим разобрались. Друзья, такие сделки я разбираю в своем телеграм-канале. Рассказываю подробно, что я делаю и как я делаю. Помимо этого, я провожу там торговые марафоны по разгону депозита. Вы можете принять в них участие, поучаствовать в моей открытой также торговой сессии по воскресенью в основном телеграм-канале. Ссылки в описании к этому видосу. Переходите, подписывайтесь, я буду рад вашему участию. Там не только про торговлю, там еще про опыт. Вы можете написать мне в личные сообщения и все узнать. Вот, еще раз, боковик, нижняя половина нашего боковика, цена торгуется сейчас в нем от нижней границы к верхней границе и в коррекцию. Далее ждем нижнюю касанию, верхнюю касанию и торгуем пока в нем, пока цена не вышла. Я сегодня хочу сделать разгон депозита со 100 долларов. Давно пытаюсь записать для вас такой видос. Мне кажется, на протяжении месяца каждый день пытаюсь сделать что-то внушительное. Снял уже, наверное, попыток 20 у меня было. То есть 2000 баксов я слил на этих разгонах. Поэтому, кто считает, что эти видосы записываются с первого дубля, поверьте мне, нет. Кому-то интересно, если могу показать отчетность, как я доходил до 5-го плеча, до 6-го плеча, а потом сливал весь свой деп. Поэтому риск и money management, никогда не выходите за него. Сейчас немножко снижу время экспирации. Следующую сделку тоже планирую открыть здесь, как раз вот на подходе к уровню, который поставил горизонтальной линией. Смотрите. Давайте быстро. 179 долларов приклеилось. Еще одну сделку шорт до него, до этого уровня. То есть вот центр, от которого цена себя отработала четко. Центр нашего боковика. Просто доставляем вторую линию по нижней границе, которая тоже хорошо себя отрабатывала, и там дальше на истории. И четко понимаем, да, куда движется у нас цена. Точек много, график как будто бы сам подсказывает самый наиболее вероятный исход событий. Нам остается просто верно его прочитать, интерпретировать и открыться с нужной экспирацией. Риски есть, ребят, но а как их может не быть? Вот скажите мне. Кто-то мне что-то там пишет. Вот, Макс, мы сливаем свои депозиты. Ну так вы же зарабатываете. Наша задача зарабатывать исключительно на дистанции здесь. Вот, поэтому цена, смотрите, рисую, да, как может она дальше начать двигаться. Должны понимать. Наша задача зарабатывать на дистанции. Если у вас сегодня убыток, это не значит, что завтра вы не заработаете. Самое золотое правило в трейдинге, друзья,
нам нужно сохранить свой депозит. Сохранить его до того дня. Вот я уверен, что все вы меня прекрасно понимаете. У всех у вас бывают удачные дни, когда сделки залетают прям 10 из 10. Ваш анализ, вы просто король анализа. Вот нужно сохранять свой депозит по максимуму, чтобы дождаться такого дня. Именно в такие дни мы и зарабатываем. Добавил несколько валютных пар биржевых. Сейчас буду просто закрывать, что мне неинтересно. И оставлять, что в перспективе сможем поторговать. Вот это приятный нисходящий тренд. Я его оставлю. Множество касаний будет. Смотрите. Так, одну границу пока выставлю на будущее. Что у нас там со сделкой? Так, прекрасно просто. Движение, да, к нижней границе. Так, как и нужно. Супер, друзья. Все, сейчас немножко настроюсь, отберу валютные пары до конца, расставлю уровни и вернусь к вам, продолжим торговлю. Так, ребят, вот мои две закрытые сделки за сегодня. Валютная пара. Давайте на евро-канадском, наверное, поторгуем. Я здесь немножко начертил линий. Увеличу время экспирации до 2 минут и... Да, сделка в шорт. Так, смотрите, что у нас тут. Первое, на что, конечно же, мы будем с вами обращать внимание, это на нисходящее движение цены. Немножко перенесу уровень. Можно даже еще пониже. То есть, ну, как бы, смотрите, вообще уровни себя не отрабатывают прям четко. Отрабатывают себя зоны. Первое, на что мы обращаем внимание, это валютной паре нисходящее движение цены. Далее начинаем рисовать. Допустим, по максимуму. Возьмем, пройдемся по максимуму. Есть. Тут можно очертить горизонтальную линию. Получится треугольник. Ну, как бы при нисходящем движении это и так, разумеется, вы скажете, да? То есть цена пробила его вниз. Далее проливное движение. Откат обратно к вот этой границе. Это первое, на что я буду обращать свое внимание. Возможно, цена уйдет немного выше, вот сюда. Потому что, ну, как бы там скоплены, наверное, большее количество отложенных ордеров. В случае, если цена туда дойдет, коррекция будет железобетонная. Но я иду немножко на опережение. На этом графике не такая высокая волатильность, поэтому вполне себе на этой коррекции я смогу забрать деньги. Посмотрим, возможно, еще одну сделку здесь открою. Если цена сейчас у нас опустится или не поднимется прям сильно, волатильность не начнет расти, то еще одну сделку в шорт я здесь заряжу. Я верю. Ну, то есть нужно же еще и верить, правильно, ребят? И да. Заборчик такой вот рисует около уровня сопротивления. Сейчас цена. Так, давайте на 3 минуты. Пусть, ладно, возможно, даже за 3 минуты она подойдет вот к этому уровню, который я начертил. Вот, прям около него сейчас, видите, стоит. Возможно, чуть выше еще подойдет до зоны, которую я чертил. Но в любом случае слом структуры не произойдет. Тренд сохранится нисходящий. Может быть, вот сюда. Но за 3 минуты вполне себе. Зон на графике очень много. И даже если вы торгуете просто банально в тренд, там, восходящий, нисходящий тренд, неважно, то обращать внимание на эти уровни, потому что цена на них реагирует. Ну, в 90% она на них реагирует. Если вы зашли на рынок, хотите отработать уровни и видите, что цена на них не реагирует вообще никак, ну, просто подождите, поменяйте вектор действия. Я люблю торговать к уровням, наоборот. На мой взгляд, это логично. Цена всегда хочет дойти до какого-то уровня. Это, потому что... Но это же легче. Это же база рынка. Давайте вот просто покажу. Так, линия тренда.
Опять у нас нисходящее движение цены, по максимуму просто выставляем. И сразу посмотрите, сколько много точек касания. Вот почему так происходит? Почему график касается этой точки? Потому что цена его тянет. Это не я придумал, это на рынке так все заложено, понимаете? Ну вот, да, все, пошла она все-таки вверх. Минута 25. Видите, она коснулась той зоны, которую я чертил, и даже с гэпом сейчас открывается вниз. Прекрасно просто. Поэтому все с этой сделкой забыли. Я говорил про что? Про то, что уровни тянут цену к себе. Но это же логично. То есть человеку гораздо проще и логичнее открыться сначала до уровня, а там что будет. Понимаете? То есть выиграет большинство. Будет ли пробой или будет отскок. Выиграет большинство. Но привести цену к уровню задача многих. Вот здесь у нас точек касания безумно много. Видите? Именно вот на этой линии. Поэтому я буду ставить на то, что цена идет к горизонтальной линии. Сейчас у меня сделка там закроется. И я на этой валютной паре откроюсь еще в шорт. Пока посмотрим, что у нас еще есть. Ну, какой-то вот странный прям боковичок. Просто я уберу эту валютную пару, не буду здесь работать. Здесь можно посмотреть более старший таймфрейм. Так, ну да, хороший уровень. Были отскоки. Ну это потому что на 14 часах сейчас. Нет, все окей вообще по этой валютной паре. Здесь забираем просто классную прибыль. $1108 на балансе есть. Так, смотрите, что я здесь говорил. Ну, пусть побудет пока. Замаринуется, так скажем. Просто несколько уровней выставлю, на которые может реагировать цена начать. Здесь точно будет реакция. Внизу был боковик небольшой. Вот так, по верхней тени уже пошла реакция здесь. Потом посмотрим, что это будет на маленьком масштабе. Здесь тоже по вот этим вот значениям получается боковик, в который может сейчас тоже упереться цена. Угу. Давайте еще одну валютную пару посмотрим. Евро-доллар. Не нравится. Анализ занимает очень много времени. Если вы думаете, что мы тут зарабатываем миллионы в секунду, то вы ошибаетесь, друзья. Анализ занимает очень много времени. Большую часть трейдинга. Нужно уметь набираться терпения. Бывает, что просто вот на подкорке тебе что-то кажется такое, что ты не хочешь открывать здесь сделку. Давайте здесь разберемся. В кратчайшей перспективе, что у нас было? Боковичок, да, вот такой. Со сквизиками. Ну, ладно, если грубенько. Точек касания достаточно. Внизу, ну, соответственно, тоже понятно. Это можно взять, эти зоны можно взять. Вот эти зоны тоже можно взять. Сейчас цена начала расти в рамках него. Можно попробовать у нижней границы открыться в лонг на 2 минуты. Давайте только на 500 баксов, не буду сильно залезать. Да, прямо вот около нижней границы. Ну, единственное, что смущает меня, опять же, не смущает, это мое, наверное, упущение, просто хочется что-то показать вам. Цена находится в нисходящем движении. Да? Казалось бы, все шло хорошо, потом началась какая-то непонятка в виде небольшого слома структуры. Возможно, сейчас цена, опять же, не было бы вот этого пробойчика. Что-то я не могу настроиться. Не было бы вот этого пробойчика структуры, я бы не открылся. Но смотрите, он четко совпадает с многими уровнями. Если по центральной, да, тоже если вот взять его на две части разделить, смотрите, множество уровней,
множество уровней, которых цена касалась. Здесь такие же вещи есть, здесь такие же вещи есть. Они бесследно не уходят, ребят. Все это оказывает влияние на цену. Возможно, нисходящее движение продолжится, но такую сделку тоже не пропустить на 2 минутки. Смотрите, что мы имеем. Это была пристрелочная моя сделка сегодня. И вот 4 сделки мы с вами за сколько? За, наверное, минут 15-20 видео. 4 сделки мы закрыли в плюс. Вот такие вот они по пунктам. Угу. Друзья, если вам нравится такой формат видео, пожалуйста, поддержите лайком, комментарием, напишите, чего бы хотелось узнать больше, может, какие-то темы, какие-то индикаторы поставить на обзор, то, с чем вам нравится работать. Просто поделитесь, напишите, обратная связь всегда приветствуется, я буду только рад. Так, у нас пробился треугольничек, который я чертил. Можно теперь снизить у него границы вот сюда. Это оставляю все как есть. Так, ва-банк. Разумеется, ва-банк, ребята. Все, продолжим. Продолжим. Должно получиться сегодня, я верю в это. 3 минуты. Шорт. К следующему уровню будет цена опускаться. Смотрите. Разбираю еще раз, наглядно для вас. Было пересечение. Тренд запустился. Ну, как бы он был нисходящий, но это первое, на что обращаю внимание. Пробитие горизонтали. Да, то есть сначала касание, потом пробитие. Тренд нисходящий. Помним про это всегда. Это тоже на что стоит обращать внимание. То есть постоянно будет давление со стороны продавцов. Совпадает. Первое вообще, на что стоит обращать внимание при выборе валютной пары, это тренд. Всегда оценивайте, есть ли тренд. Потом оценивайте, как цена реагирует на линию тренда. Чертите уровни. Уровней много. Цена закладывает эти значения сама. Давайте немножко подниму. Вот. Это тот уровень, который сейчас цене предстоит преодолеть. Вопрос в том, сделает она или это нет, сразу же остается открытым. Я почему-то верю в то, что вот это движение, прям акцентированное, в 15-14, 15-15, оно запустило достаточно динамичное. В любом случае покажет время. Ладно, 1,5 минуты, не будем томить, не будем ждать. О, вот это очень хорошо. Это очень здорово. Это очень здорово. Друзья, этот видос в себе несет исключительно развлекательный характер, чтобы вы могли увидеть, что такое тоже возможно. Но делать на этом акцент и строить весь свой опыт в торговле на разгонах депозита я бы вам не советовал. Но слиться реально очень просто. То есть у меня 6 лет опыта в трейдинге. Я торгую каждый день. Я веду торговлю, торгую за людей, беру депозиты в управление. И разогнать мне депозит со $100, ну вот я говорю, я не могу это сделать уже месяц. Да, раньше было чуть больше времени, я мог чаще проводить за компом, сидеть, записывать видосики, торговать. Сейчас все ушло больше в офлайн. Ну, то есть я веду марафоны, веду сессии за людей, беру деньги в управление, разгоняю депозиты с каких-то, ну, как бы нормальных сумм, когда это можно построить. Ну, вот. Поэтому это очень сложно. Если вы не хотите деньги свои слить, если вы хотите зарабатывать, оставьте идею о быстром заработке. Быстрого заработка нет нигде. В трейдинге и так очень много рисков. Да, в трейдинге и так очень много рисков, а рисковать еще, разгоняя свой депозит, ну это вообще глупо, ребят. Так, ну что,
2 минуты. Началась реакция от этого уровня. Ну, четко цена его коснулась, поэтому я даже не знаю. Ну, нет, уже нет смысла открываться. Там нет смысла открываться точно. Опоздал я. Так. Раздумье. Британский фунт, австралийский. Ну да, 3 минуты. Меньше я не позволю себе. Давайте к уровню откроемся. Тренд нисходящий. Тренд у нас нисходящий у этой цены. Ну, блин, сомнительно, конечно, я открылся. Тренд хоть и нисходящий, но цена сейчас в боковике. Так, чуть-чуть подснесу уровень, чтобы больше точек касания было. Но это я пытаюсь себе внушить уверенность в том, что я сделал правильное решение. Видите, то есть цена, если вот так поставить, то еще не дошла до нижнего уровня. Ну, не знаю. Не знаю. Что вы думаете, как бы вы открылись в такой ситуации? Я, наверное, чуть поспешил. Тренд так или иначе у нас нисходящий. Ну, почему я говорю, что это боковик? Потому что он в любом случае начнется у уровня. Давайте так, ну, не знаю, насколько я прав или не прав, но я называю боковыми движениями все, что больше 5-6 минут идет. То есть, если я торгую на минутном таймфрейме, то боковик для меня будет, да, минут 5-6. Это уже начало боковика. В любом случае, почему так? Можно все делить дальше на уровне, на структуру на уровне. Отчертил более-менее, думаю, понятно стало. 2941. Не хотелось бы все это сливать. Волнуюсь, ребят, немножко волнуюсь, надо успокоиться. Контроль эмоций – безумно важная штука. Вот сам за собой замечаю неоднократно. До сих пор, сколько лет уже на рынке, все равно до сих пор эмоции иногда берут вверх. Хочется выдать, знаете, базу. Допустим, когда сидишь там один торгуешь, тебе на всех все равно. Сейчас камера, записываю видос, надо что-то еще объяснять, давать какую-то пользу, ценность. Из-за этого иногда спешишь. Спешишь, делаешь ошибки. Но должно, почему нет? Единственное, что может подкачать, это волатильность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Да. Я не знаю, сколько там пунктов, но это просто фантастика. Да, это пункт. Блин, жестко. Очень жестко. 5600 на балансе. Ну, и цена пошла туда, куда нужно. Парадокс. Так, немножко остыло с последней сделки, но согласитесь, конечно, это жесть была. Остался последний рывок к моей цели. Поехали. Евро-японская иена, лонг 3 минуты, 5000 баксов. Строим уровни. Буду выходить по теням. Смотрите, точки касания здесь. Реакции есть. Здесь. Тоже на что обращаю внимание. После касания этой линии, достаточно акцентированная идет коррекция в сторону роста. Сейчас цена прям точно коснулась уровня. Прям четко его коснулась. Буду ждать
две зеленые свечи с большим телом, так как цена показывала нам это до этого. Но остается только ждать 2 минуты. Ну и что, у меня останется $647. Не так обидно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего уже говорить не хочется. Хочется просто дождаться минуту 40. Самые сложные шаги, где проще всего допустить ошибку, это последний. Когда вы уже сделали все, большая часть работы проделана, допустить ошибку, но это элементарно. Из-за волнения, опять же, из-за стресса, из-за желания показать результат. Надеюсь, это не тот случай. Смотрите, что мы с вами сегодня добились. Сколько сделок в ряд. Но это, конечно, просто фантастическая сделка. Пункт 2700, в пункт закрыться. Жестко, жестко, жестко. Так, ребят, ну все, просто потные ладошки. Минута. Давай. Так вот хочется стать сегодня на 9900 богаче. Вы даже себе не представляете. Чтобы не сидеть, зайдем сюда. Знаете, в чем? Не сильно приятный момент торговли на Pocket Option на больших таймфреймах. Он показывает только за последний день. Поэтому открывайте обязательно TradingView, чтобы искать еще больше уровней. Они себя отрабатывают на протяжении всей жизни. Уровни работают. Поэтому по TradingView сможете более четко определять все движения. Так, ну что? О, боже! Да. $10 047 со 100, мать его, баксов. Все. Друзья, обращу ваше внимание то, что 15 пунктов последняя сделка, шикарный уровень закрытия. Эту помним легенду. 8 пунктов. Да. Итого 31 минута торговли. Друзья, прекрасно. Сейчас покажу, как вывожу эти деньги. Поехали. Так, друзья, чтобы выводить свой заработок максимально быстро, пользуйтесь криптовалютой. Видео о том, как это делается, появится где-нибудь вот здесь. Я снял для вас специальный обзор. Пожалуйста, используйте. Вписываем сумму и вставляем адрес криптокошелька. Как создать криптокошелек, как им пользоваться, еще раз говорю, будет видео. Кнопочку «Продолжить». На почту приходит код. Мы его вводим и все. В строчечку вводим пин-код, полученный на почту. Нажимаем «Продолжить». Прогруз страницы. Деньги списаны, запрос помещен в обработку. В истории отображается статус заявки, она находится в очереди, можно ее отменить. Обычно деньги приходят в течение 2-3 часов на крипту. Именно поэтому я и пользуюсь именно криптовалютой. Самый быстрый и удобный способ, друзья. Сейчас дождусь выплаты и покажу, как выглядит уже статус заявки подтвержденный. Все, друзья, 2,5 часа, деньги у меня на криптокошельке. Те, кто хотят получать на самом деле свои выплаты быстрее остальных, пользуйтесь криптовалютой, потому что, говорю вам по секрету, Pocket удобнее выплачивать бабки на крипту. Так вы будете получать свои выплаты в кратчайшие сроки. Друзья, спасибо большое за просмотр. Если видос понравился, было полезно, обязательно поддержите лайком, поставьте комментарий и не забудьте подписаться на канал. С вами я прощаюсь, до встречи в моих новых выпусках. Всем пока.